приехал к лесу. Сейчас пойду пешком через поле в лес и попробую затопить костер дровами, которые я найду в лесу. У меня с собой только одна зажигалка. Посмотрим, что у меня получится. Если это видео я выложу, значит у меня получится. Но не факт. Ладно. У меня есть перчаточки. Кстати, мы сейчас находимся на той локации, где мы проводим Line Race. Так что согреем нашу трассу зимним огоньком. 1 января сегодня. Надеюсь, у вас в этот день не болит голова, потому что у меня ничего не болит. Я чувствую себя прекрасно, и я рад, что можно что-то сделать. В данном случае разжечь костер. Я хотел сначала чай сделать себе, заварить, но не стал заморачиваться. Сейчас днем, с утра, днем, 1 января, день это утро. Не стал заморачиваться, искать все это, поэтому просто разожгу костер. Вот я и в лесу. Значит, сейчас первым делом я соберу дрова. Постараюсь найти сухие дрова. Итак, я расчистил небольшое себе местечко для костра. Также нарвал сухих веток, сухостоя. Сейчас еще поищу более такие крупные ветки, для того, чтобы потом поддерживать огонь. Вот. Ну и поищу какой-нибудь коры сухой, для того, чтобы все это дело разжечь. Так, сделал небольшое основание, наломал сухих веточек. Ну и сейчас буду пытаться все это дело поджигать. Вот, я думаю, что должно загореться, но надо еще сухих корочек набрать от деревьев. Так, пытаюсь разжечь без бумаги. Это не так-то и просто. Долго мучился с зажигалкой, и все-таки я победил. Кажется, мой костер разгорается. Вот, я думаю, со спичками было бы проще, если бы на улице было бы где-нибудь минус 15 или минус 20, я бы замерз бы. Вот. Так, сейчас отогреюсь у костра. Ну что, вот мой костер и разгорелся. Сегодня 1 января 2020 год. Вот. Приятно начать год в лесу с костром. Причем это мой первый такой опыт разжигания костра без ничего, только дрова и ветки. Ну и зажигалка, которая почти что сломалась. Ну вот такие вот дела. Одежда, конечно, провоняет, но я думаю, это не страшно. Гораздо приятнее, что я здесь, у меня есть тепло, я могу согреться. Знаете, я практически не выпиваю, и сейчас вот Новый год, многие люди напились, сейчас, я думаю, отсыпаются, кто-то похмеляется. Раньше я презирал людей за это. Я считал, что я такой молодец, я не пью, я там веду относительно здоровый образ жизни, а вот они все такие, мерзкие человечешки. А сейчас я немного изменил свое отношение, и я могу сказать, что мне жаль людей, которые имеют плохие привычки, и их тоже можно понять. Вот, конечно, я бы желал бы им тоже, чтобы они как-то по-другому относились к жизни, но может быть им тяжело это сделать. И как-то в последнее время с большим пониманием стал относиться к людям. Да.
мне кажется, это хорошо и правильно, потому что когда ты правильно живешь, вроде бы как, в своих глазах правильно, может начаться вот такая вот именно высокомерие, типа я вот нормальный человек, хороший человек, а они черни, там, бесполезные, презирая их. Вот это неправильно. Поэтому, друзья, желаю вам в новом году прийти в то душевное состояние, которое позволило бы вам прежде всего быть счастливыми и не думать о других. Я, кстати, не пришел, но сейчас вот у меня вот такое настроение, о котором я и говорю. Немножко еще посижу возле костра и потом поеду в офис, начну работать над презентацией для зимнего забега Line Race. Уже давно пора бы ее сделать. Надо будет почаще выбираться в лес. Классно. Костер — это мелочь, но приятно. Сейчас все люди спят, вот, а я в лесу разжигаю костер и греюсь. Классно. В этом есть что-то необычное. Тишина. Ну, кроме самолетов, здесь относительно недалеко аэропорт. Но к этим звукам я уже привык. Сухостой. Его не жалко. Есть ли разница между целью и желанием? Люди, особенно вот в начале года, ставят какие-то цели, но я в том числе это делал, часто ничего не достигал. Не происходит ли это потому, что человек путает цель с желанием? Ставит цели, но он этого не хочет, например, а хочет чего-то другого. И человек зачастую противоречив сам себе и сам не знает, чего он хочет на самом деле. Поэтому, когда он ставит цель, он ничего не достигает, забивает на это, забывает. А чего он хочет, он не знает, он не работает над этим. Может быть, важнее разобраться с тем, что человек хочет, и тогда и цели ставить не нужно будет, потому что человек будет делать то, что ему нравится, чего он хочет, то, что ему приятно или интересно. На выходе из леса вот такая вот красивая картина. 1 января погода одарила нас солнцем. Очень приятно, что год начинается с солнечной, оптимистичной ноты. Ну вот и погрелся я у костра. Достаточно. Пора бы мне подумать о завтраке. 4 часа или сколько сейчас? Нет, наверное, где-то 3. Вот. Ну и поработаю. Надо бы мне начать делать отчет, вернее, презентацию по забегу с препятствием Line Race, а именно обзор зимней трассы. Все это я дело оттягиваю. Пора все-таки взяться за дело. Люди ждут, опубликую в группе ВКонтакте и на сайте.
Вот и офис. А вот и закат. Здесь обычно стартует забег, стартовый городок.